Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу нежную и романтичную модель сумочки, которая впишется в любой образ, сделает его нежным и непринужденным. Вам потребуется минимум времени и затрат. Я приготовила ручки. У меня деревянные ручки прямоугольной формы. Хочется сказать, что подойдет любая форма ручек. Тонкий полиэфирный шнур. У меня карамель Baby, цвет авокадо. В 200 метрах 150 грамм. Ножницы, бирка, крючок 3,5 мм и сантиметр. На каждом этапе вязания озвучу рядность, количество петель и размеры изделия в сантиметрах. Все необходимые ссылку на приобретение материалов и инструментов оставляю в описании под этим роликом. Туда же добавляю свой промокод для скидки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, формирую первую петлю и набираю 15 воздушных петель. Кратность размера донышка 3 петли. Если нужно изделие большего размера, добавляйте число воздушных петель кратное 3. Переворачиваю косу из воздушных петель, крючок буду вставлять в заднюю перемычку. Далее в каждую третью точку 1, 2, следующая точка для провязывания, задняя перемычка, столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом в эту же точку. У меня получился вместе с подъемным пучок из 3 столбиков, выходящих из одной точки. Воздушная петля. Пропускаю 2 точки, 1, 2, в третью провязываю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Далее снова воздушная петля, пропускаю 2 точки и в третью 3 столбика с одним накидом. Так вяжу до последней точки. У меня получилось 5 пучков по 3 столбика. Причем первый на повороте и последний тоже на повороте. И 3 по основному полотну. Теперь я переворачиваю изделие, уже провязала воздушную петлю, накид и в противоположную точку одного из центральных пучков. Еще раз, их 3. 1, 2, 3. Вот этот остается на повороте. Делаю накид и в эту же самую точку провязываю 3 столбика с одним накидом. И третий. Воздушная петля. Следующая точка напротив центрального пучка из 3 столбиков. В нее также 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля и последний пучок, точно так же 3 столбика с одним накидом. Здесь ряд по кругу заканчивается. Я провязываю воздушную петлю. Вот так выглядит мой ряд. Здесь вытягиваю ее немножко больше. Завожу под первую кромочную косу, она между первым и вторым столбиком первого пучка, который находится на повороте. Увожу петлю туда. Далее буду вставлять крючок в соединение между пучками. Но сначала сделаю накид. Накид в соединение, в уведенную петлю. Выхожу на следующий ряд. 2 воздушные, снова накид в эту же точку в соединение, столбик с одним накидом.
Уже получается 2 вместе с подъемным. И последний, третий столбик с одним накидом в эту же точку. Первый пучок следующего ряда готов. Он находится на углу. Воздушная петля. Следующий угол у меня здесь. Поэтому сюда я буду провязывать 2 пучка сразу. 1, 2, 3 столбик с одним накидом. Готово. Воздушная петля, и в эту же точку, под эту же арку, еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Так образуется угол моей заготовки. Таких углов у меня будет 4. Соответственно, здесь, здесь, здесь и здесь. Еще один пучок провяжется в конце ряда. Для удобства и наглядности я маркирую 4 точки, в которые буду делать добавление из ряда в ряд. Сейчас вяжу до следующего маркера. В каждую арку я провязываю по одному пучку. Воздушная петля, накид, завожу крючок под арку, первый столбик с одним накидом, второй и третий. Готово. Снова воздушная петля, первый столбик, второй, третий. Воздушная петля. Следующая точка у меня маркирована. Удаляю маркер и в эту точку провязываю 2 пучка по 3 столбика. Первый, второй, третий. Воздушная петля между пучками, провязанными в одну точку, и снова сюда же под эту арку еще 3 столбика с одним накидом. Готово. Воздушная петля. Сразу же эту точку маркирую и на следующий ряд. В нее также в следующем ряду буду делать добавление, провязывая сразу 2 пучка. У заготовки уже появляются углы, поэтому продолжаю. Следующая точка у меня тоже угловая, куда я делаю добавление. Так завершаю ряд. И напоминаю, ряд завершается в точке начала. Удаляю маркер. Здесь уже был провязан пучок в начале ряда. Накид, еще 3 столбика с одним накидом в точку начала. Второй и третий. Точно так же между всеми пучками воздушная петля. Вытягиваю больше обычного. Вставляю крючок под первую кромочную косу между первым и вторым столбиком пучка. Увожу петлю наизнанку. Далее с помощью рабочей нити делаю накид, вставляю крючок в соединение, в уведенную петлю и формирую следующий столбик, протягивая рабочую нить и еще 2 воздушные для подъема. Точно так же это точка начала. Сюда довязываю еще 2 столбика для выполнения общей картины. И все повторяется каждый раз. В угловые точки провязывается по 2 пучка. Во все остальные по одному. Продолжаю навязывать рядность до необходимого размера заготовки. У меня провязано 6 рядов. Я уже вышла на новый ряд. На данном этапе размеры заготовки 19 сантиметров по длинной стороне и 13,5 по короткой. Изделие достаточно миниатюрное. Я хочу поместиться в один моток пряжи.
поэтому добавление делать прекращаю. Удаляю маркеры. По периметру у меня 28 окошек, 28 пучков в следующем и каждом последующем у меня ряду. То есть количество пучков больше не увеличивается. Вяжу ряд за рядом, пучок из 3 столбиков, между ними 1 воздушная и снова 3 столбика с одним накидом. Соединение рядов делаю по аналогии и продолжаю навязывать глубину изделия. У меня завершился 16 ряд после донышка. Глубина изделия 23 сантиметра, ширина 30. И я перехожу к обвязке и пришиванию ручек. Я решила ручки пришивать не впродоль, а вертикально в высоту. Поэтому намечаю точки, которые соответствуют размеру моих ручек. Здесь и здесь. И с противоположной стороны то же самое, зеркально просчитывая петли. Я уже наметила и противоположную ручку. Вставляю крючок в первую кромочную косу и увожу петлю туда. Далее вставляю крючок в следующую кромочную косу, набрасываю на него петлю и вывожу рабочую петлю на лицо. Готово. Далее делаю 2 столбика в окно без накида. Накид, следующая точка, столбик с одним накидом и 1 подъемная петля. Здесь у меня следующее окошко, в нее провязываю пучок из 3 столбиков. Третий. Готово. Далее снова воздушная петля, пучок из 3 столбиков. Второй, третий. Снова воздушная петля, накид, следующее окошко, столбик с одним накидом и 3 подъемные воздушные петли. Переворачиваю на другую сторону, накид. Здесь в текущее окошко сразу провязываю столбик с одним накидом. Вместе с подъемным уже 2 столбика. Еще 1 столбик, чтобы завершить пучок. Снова накид. Еще 2 окошка, по 3 столбика. 3 пучка в ряд, готово. Снова 3 подъемные петли. Переворачиваю на другую сторону. Здесь у меня 2 окошка, соответственно, будет только 2 пучка. Накид и сразу в окошко 3 столбика с одним накидом. Следующее то же самое. Далее перехожу на другую сторону, где у меня 3 пучка. Так навязываю в общей сложности около 5 рядов. Завершается 5-й ряд, накид, последний столбик с одним накидом в угловую точку. Далее вытягиваю петлю немного больше обычного, прикладываю ручку, подворачиваю вывязанную деталь и здесь у основания вставляю крючок в окошко и в петлю, хорошенько подтягивая. Рабочую нить перевожу на ту сторону, с которой удобно, вытягиваю и фиксирую. Готово. С одной стороны ручка у меня закреплена. Далее я иду к обвязке. В окошко провязываю 2 столбика, потом по пучку 2 столбика. Снова окошко 2 столбика без накида. По пучку 2 точки, провязываю 2 столбика без накида. И так повторяю до противоположной стороны, где точно так же вывязываю деталь для ручки.
Я подошла к окончанию ряда, провязываю последний столбик без накида и перехожу к обвязке соединительными петлями. За обе дужки кромочной косы вставляю крючок и протягиваю нить. Здесь, где у меня накреплена ручка, мне нужно пройтись соединительными петлями насквозь, чтобы пришить ее. Следующая петля идет по тому ряду, по которому шла и по полотну сумки. То есть я не сдвигаюсь. Но здесь я еще подхватываю вот эту часть. Хорошенько подтягиваю и соединительная. Снова ряд, который продолжается. И с этой стороны тоже подхватываю за обе дужки кромочную косу. Так пришьется одна и вторая ручка. Соединительными прохожусь и по кромке. Здесь вставляю крючок в окошко с одной и с другой стороны. Готово. И снова кромочная коса здесь и здесь. И снова арка здесь и здесь. Последний обвязочный стежок, вытягиваю край нити и делаю соединение с первым стежком. Увожу нить туда и возвращаю в исходную петлю, прячу на изнанке. Сумка получилась стильная, вместительная и очень компактная, всего из одного мотка пряжи. Мне очень нравится, что можно менять положение ручек в зависимости от настроения. Также можно вшить подкладку или оставить как есть, также прекрасно смотрится. Очень аккуратная и необычная, дополнит любой образ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!